Кто самый сильный Хокаге? Наруто? Минато? Или человек, чьи клетки используются чаще, чем флешбеки в Наруто? Фанаты спорят об этом уже много лет. И иногда эти споры выглядят опаснее, чем Четвертая мировая война шиноби. Кто-то говорит, что Наруто самый сильный, потому что у него Курама, режим мудреца и буквально бесконечная чакра. Другие уверены, что Хаширама настолько силен, что даже Мадара периодически заходил к нему просто проверить, все ли еще без шансов. А есть те, кто считает, что Минато просто телепортируется на первое место быстрее, чем ты успеешь поставить лайк. В этом видео мы сравним всех Хокаге. И, наконец, узнаем, кто действительно номер один. Некоторые места в рейтинге могут тебя удивить. И самое интересное, далеко не все фанаты согласны с первым местом. 7 место. Цунаде. Цунаде — легендарный саннин и пятый Хокаге. А еще человек, который может решить любой конфликт одним ударом по земле. Если коротко, у нее такой урон, что даже Сусану иногда начинает задумываться о своей жизни. Ее медицинские техники настолько сильные, что рядом с ней даже самый побитый шиноби чувствует себя как после сохранения в игре. Техника «Сила 100 печатей» дает ей почти бесконечную регенерацию. По сути, чтобы победить Цунаде, противнику нужно нанести столько урона, сколько не наносили даже в филлерах. И да, именно она доказала, что в мире Наруто самая опасная фраза — это «Я медик». Но, если говорить честно, Цунаде чаще играет роль саппорта команды, чем соло-босса. Она тот самый персонаж, который держит всех в живых, пока остальные пытаются не умереть. Поэтому в нашем рейтинге она открывает список. Хотя встретиться с ней в реальном бою никто бы точно не хотел. Но если бы существовал рейтинг по силе удара по столу, там у нее было бы первое место без вариантов. А следующий Хокаге настолько опасный, что его противники обычно понимают свою ошибку уже после удара. Какаши — ниндзя, который скопировал более 1000 техник, но до сих пор опаздывает на встречи, потому что читает одну и ту же книгу уже 20 лет. Когда у него был Шаринган, он буквально превращал любой бой в режим «я уже видел этот прием». Противники готовят секретную технику 10 лет, а Какаши такой «спасибо, возьму себе». А его Чидори — это классика. Если в Наруто появляется звук молнии, 90% что кому-то сейчас станет очень грустно. После войны Какаши стал Хокаге и, наконец, получил возможность читать книжки официально в рабочее время. Но без Шарингана его урон уже не такой безумный, как раньше. Хотя IQ у него по-прежнему выше, чем у половины деревни вместе взятой. Поэтому Какаши на 6-м месте, но по количеству крутых поз стабильно топ. 5 место — Тобирама. Тобирама — человек, который буквально создал половину запрещенных техник в Наруто. И потом такой: интересно, почему их все используют? Эдо Тенсей придумал Тобирама. Техника телепортации — тоже Тобирама. Теневые клоны на продвинутом уровне — снова Тобирама. Проблемы в будущем? Ну, ты понял. Если бы в мире шиноби существовал патентный офис, Тобирама был бы самым богатым персонажем, а Орочимару платил бы ему роялти каждый сезон. Он настолько серьезный, что даже вода в его техниках выглядит дисциплинированно и следует правилам деревни. Фанаты часто шутят, что без Тобирамы сюжет Наруто закончился бы на 300 сериях, потому что половины опасных техник просто не существовало бы. При этом Тобирама был не только изобретателем, но и очень опасным бойцом. Огромный запас чакры, невероятная скорость мышления и способность создавать техники, которых никто раньше не видел. Несмотря на это, он все же уступает легендам выше, поэтому 5 место. Кстати, как думаешь, без Тобирамы вообще появилась бы половина техник в Наруто? 4 место. Хирузен. Хирузен — тот самый дедушка, который знает больше техник, чем ты знаешь паролей от своих аккаунтов. В молодости его называли богом шиноби, но фанаты чаще запоминают его как человека, который слишком сильно доверял Орочимару. Он владел всеми стихиями и мог использовать огромное количество техник одновременно. По сути, Хирузен — это ходячая энциклопедия ниндзюцу. Фанаты часто шутят, что если бы в мире Наруто существовал экзамен по теориям техник, Хирузен был бы тем самым преподавателем, который впаривал бы свой учебник за хорошую оценку. Его призыв, король обезьян Энма,
превращался в посох, который невозможно сломать. То есть у Хирузена даже оружие с характером. И, судя по всему, с отдельным мнением о происходящем. Если бы в Наруто существовал режим «Опыт 100 уровня», это был бы Хирузен. Человек, который прокачал навыки еще до того, как это стало модно. Поэтому 4-е место. И огромный респект за то, что даже в возрасте он продолжал показывать уровень настоящего Каге. Дальше в рейтинге начинаются настоящие монстры силы, и разница между ними уже не такая очевидная, потому что каждый из них в свое время считался сильнейшим шиноби в мире. 3-е место — Минато. Человек, который доказал, что если телепортироваться достаточно быстро, то можно успевать вообще везде, и даже немного раньше. Его техника летающего бога Грома делает бой примерно таким. Противник делает серьезное лицо и готовится атаковать Минато, а Минато уже стоит за спиной и думает, куда пойти поесть после победы. Иногда кажется, что его настоящая способность — это появляться в кадре быстрее, чем зритель понимает, что вообще происходит. Фанаты называют его «желтая молния». Но по факту это был самый быстрый курьер в мире шиноби. Если бы в Конохе существовала доставка, Минато привозил бы рамен еще до того, как ты успел открыть доставку. И да, именно он придумал Расэмган. То есть Наруто буквально унаследовал семейный бизнес, только добавил туда в 10 раз больше чакры и клонов. Минато смог остановить Девятихвостого и спасти деревню, что уже звучит как достижение уровня легенда. Фанаты часто шутят, что единственный способ победить Минато — это надеяться, что он просто не появится на бой. Потому что если появился, бой уже закончился. Смог бы кто-то вообще поймать Минато без телепортации? Вопрос, на который у большинства противников просто не хватило времени ответить. Именно поэтому Минато уверенно занимает 3-е место. 2-е место. Наруто. Человек, который превратил фразу «я никогда не сдаюсь» в полноценную боевую стратегию. И, судя по результату, она работает лучше, чем половина запретных техник. Это единственный персонаж, который может победить врага, а потом еще убедить его стать хорошим человеком. В начале аниме его не воспринимал всерьез вообще никто. А в конце он разговаривает с богами, спасает мир и становится Хокаге. Неплохой карьерный рост. У него огромный запас чакры, режим мудреца, сила Курамы, и иногда кажется, что у него больше энергии, чем у всех остальных персонажей вместе взятых. Фанаты даже шутят, что если Наруто устал, значит скоро появится еще 200 его клонов, которые не устали. Но самое опасное оружие Наруто — это, конечно, толк но джутсу. Техника, против которой нет ни защиты, ни контрджутсу. Некоторые злодеи буквально проигрывали Наруто еще до начала драки, просто потому, что он начал говорить и внезапно напомнил им о детстве. Наруто — живое доказательство того, что иногда самая сильная способность — это не техника, а характер, который просто не позволяет сдаться. Он стал сильнейшим шиноби своего поколения и человеком, которого признали даже те, кто когда-то считал его никем. Но есть один шиноби, чья сила до сих пор считается легендарной, и даже спустя десятки лет его имя вызывает уважение у всех ниндзя. 1-е место. Хаширама. Персонаж, клетки которого используют чаще, чем флешбеки в Наруто. Если в сюжете появляется новая способность, скорее всего, где-то рядом уже лежат клетки Хаширамы. Фанаты уже шутят, что в мире Наруто клетки Хаширамы — это как универсальный апгрейд версии 2.0. Он обладал уникальной техникой дерева и таким запасом чакры, что даже хвостатые звери выглядели немного скромнее на его фоне. Когда Хаширама вступал в бой, окружающий ландшафт автоматически превращался в национальный парк. Его древесные техники были настолько мощными, что могли сдерживать даже биджу. То есть, пока другие шиноби думали, как выжить против хвостатого зверя, Хаширама думал, где посадить еще один лес. Хаширама — единственный человек, который мог сказать Мадаре «давай успокоимся». И Мадара хотя бы задумывался. Фанаты часто шутят, что если бы Хаширама жил в наше время, его ДНК продавали бы как DLC к любому персонажу, а Орочимару оформил бы пожизненную подписку. Он обладал огромным запасом чакры, режимом мудреца и силой, которую даже спустя десятки лет считали легендарной. Он победил Мадару и стал легендой, с которой сравнивают всех остальных.
Поэтому первое место заслуженно занимает именно Хаширама. Человек, который настолько силен, что его клетки до сих пор участвуют в сюжете. Но споры в фандоме, как известно, длятся дольше, чем филлеры. Поэтому теперь твоя очередь решить, кто самый сильный Хокаге на самом деле? Наруто? Хаширама? Минато? А может, ты вообще считаешь, что Тобирама, который создал половину техник и просто не хотел хвастаться? Напиши свой топ в комментариях. Посмотрим, у кого самый опасный рейтинг. И подпишись на канал. В следующем видео разберем все способности, которые дает Мангекё Шарринган.